Привет, я Саша Капуста, это канал «Твой шрифтовый фетиш» серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем инструмент ножницы и попрактикуемся на букве D. Есть похожий инструмент ножницы, который примерно с тем же самым работает. У него также есть свое подменю, и если мы сейчас вернемся в букву какую-нибудь, ну допустим, буква Е. Вот, мы ее сейчас полностью сольем, Ctrl-A, и соединить все глифы. И теперь наша задача вернуть вот такую часть, то есть разделить на два разных контура этот основной контур. Как можем это сделать? Мы можем это взять инструментом контур, в Ctrl-X разобрать их, что-то где-то отодвинуть, потом их как-то соединить. Ну, в общем, это все не то, что нужно нам делать, это слишком долго, поэтому можем воспользоваться инструментом ножницы. И здесь в меню у нас есть возможность по-разному эти ножницы использовать. Самое частое, как я это использую, я просто делаю вот что. Я зажимаю Shift и провожу по двум точкам пересечения. И таким образом у нас, видите, она автоматически создает вот такой переход между двумя элементами. Теперь вариативность у меня, скорее всего, работает. Но так как стартовые точки не совпадают, он у меня немножко их деформирует. Это не страшно, можно взять и переключить это вот сюда. Сделаем стартовую точку, теперь вариативность работает как надо. То же самое можем сделать с отдельными узлами. То есть сейчас мы с вами разделили два контура между собой, но если мы выберем ножницы и нажмем на вот этот узел, то произойдет вот что. Он у нас разорвется, то есть превратится в фильтр Fill Tool, и эти два соединенных между собой узла разберутся на два открытых контура. Вот, если мы зажмем, например, Alt и точно так же кликнем сюда, то произойдет Loop Corner, то есть он просто его сделает петлю, в общем, из этих точек. Это удобно, когда мы работаем, опять же, вот как, например, с буквой Е. А вот здесь, кстати, можно это все быстро исправить. У нас буква Е вот здесь имеет вот такой элемент, поэтому я просто зажимаю Shift с инструментом ножницы. И он немножко думает, потому что проект очень большой, и добавляет сюда то, что нужно. Теперь вариативность у нас работает. Все эти операции у нас дублируются, поэтому мы можем все то же самое сделать и переключая вот эти инструменты. Сейчас я все солью, лишнее уберу. Вот. Теперь я включаю инструмент ножницы. Могу сделать петлю, просто кликнув, куда мне нужно. Могу сделать так называемый Ink Trap, но такой на постоянной основе, сейчас мы это тоже разберем. Вот, могу сделать разрыв этого контура, чтобы у нас применился фильтр Fill. Мы его разберем позже. Вот, здесь мы можем выдать размер вот этого Ink Trap. Как это вживую используется? Вот, допустим, у нас с вами есть вот такая буква. Мы с вами уже добавляли сюда, то есть я вот это все солью, мы уже с вами добавляли сюда Smart Corner, который позволял нам сделать вот такой Ink Trap. Это мы с вами помним. Можно еще вот сюда, наверное, добавить его. Нет, сюда не добавляется, но не страшно. В общем, я это дело отменяю и солью этот контур вместе. И здесь я точно так же могу сделать Smart Corner. Вот. Но это фильтр самого FontLab. И если я его экспортирую, все это пропадет, он превратится в обычный набор точек и узлов, скажем так. Если я хочу сделать это так, чтобы оно было на постоянной основе, но при этом вот с таким эффектом, я могу просто вот что сделать. Я могу создать их прямо в самом контуре. Для этого мне нужно выбрать инструмент ножницы, выбрать вот этот Ink Trap, выставить значение ширины этого Ink Trap и либо с зажатым шифтом, если у меня отключен этот инструмент, и у меня нету вот этого подменю. Вот, например, с зажатым шифтом я кликаю, мы увидим, что у нас она разделилась на две. То есть теперь вот это пересечение у нас не такое острое. Если я включу инструмент ножницы, два раза кликну и включу его, теперь на все, которые я кликаю, они у меня вот разделяются на две. Могу еще вот сюда, наверное, да, точно так же. Могу выставить здесь, допустим, 20, кликнуть.
и он их вот так вот раздвигает. То есть в целом можно это тоже как-то использовать в работе. То есть это Inktrap не виртуальный, как это было со Smart Corner, а прям вот уже финальный. Он в таком виде будет экспортирован в шрифте. Где это может пригодиться и зачем это нужно? Это сейчас я вам покажу на иллюстрации. Если, скажем так, в шрифте вот эти части отсутствуют, здесь может быть обводка, которая начнет выходить за пределы самой буквы. Когда мы делаем вот такие инктрепы, мы как бы заранее предупреждаем эту ситуацию, чтобы инктрепы у нас с вами не уходили за границы самой буквы. Итак, мы разобрали основные инструменты, поэтому давайте наконец-таки сделаем из этой вертикали, этого полуовала, полноценную букву D. В первую очередь нам нужно поставить сюда точки. Выбираем инструмент нож и в любом месте, абсолютно это не принципиально, ставим вот эти узлы. Ctrl-X, Ctrl-X. Мы с вами здесь удаляем лишние отрезки. Вот это тоже мы Ctrl-X нажимаем, чтобы удалить. И тут важно понять, что овальные буквы у нас немножко вверх выступают. Это в принципе нормально. Овершутинг — это то, что нам нужно, чтобы оптически компенсировать внешний вид этой буквы. Но в букве D делать этого не нужно, потому что основная ее площадка, и она такой же высоты, как и буква H. Поэтому я выбираю верхние два вот этих узла, зажимаю C, Shift, чтобы со смещением, кстати, вот это надо тоже удалить. Вот со смещением вот этих узлов я зажимаю C-Shift вниз, чтобы на 10 юнитов сместить. И то же самое я делаю с нижней. Поднимаю их вверх. Теперь они у нас на одной вот этой вот линии. Поэтому сейчас выделяю вот эти полуовалы, сдвигаю. Где-то примерно вот визуально, примерно вот так я делаю. То есть это нечто среднее по ширине между D и между буквой O. Вот. Теперь что нам нужно знать? Вот здесь у нас высота 160, значит и здесь должна быть 160. Сейчас на данный момент у меня здесь высота 165, поэтому я жму C и немножко приподнимаю. Вот так. А здесь немножко опускаю до 160. Раз, два, три, четыре, пять. Так, почему у нас не выделяется? Вот так. Так, 160, вот это тоже делаем 160. И вот это делаем 540. Все, они у нас на одном уровне. Вот это я просто сдвигаю сюда, а это просто сдвигаю сюда. Все, у нас готово. Теперь вот эти два узла я выбираю, нажимаю Ctrl-J, либо правой кнопкой Nodes, Join. Ну, здесь Ctrl-J нажимаю, и все, у меня автоматически поменялись все направления, теперь буква у меня готова. Теперь, чтобы немножко ее сделать поаккуратнее, я вертикаль зажатым шифтом немножко все подвину. Вот, и вообще в таких случаях нам нужно взять образец и его обрисовывать. Поэтому давайте я его сейчас вставлю, чтобы вообще понимать, какие пропорции мы должны использовать здесь. Итак, я вставил сюда образец буквы D. Теперь на эти пропорции мы ориентируемся. Перехожу на слой Bold, включаю отображение этого слоя. И теперь примерно по нему ориентируюсь, что буква у нас должна быть чуть-чуть больше, а вот это вот скругление, как видите, оно начинается чуть-чуть раньше. Поэтому, чтобы нам его сместить, вот эти узлы, нам нужно их выделить. Если я просто вот так сделаю, смещу их в сторону, видите, у меня вот эти усы, я сейчас отключу, они тоже смещаются. То есть вот это у меня немножко съехало. Это не очень красиво, поэтому нам нужно сохранить вот эту плавность, но и чтобы вот эта часть не деформировалась. Поэтому первый вариант — это я их смещаю вот так, раз, два, допустим, и чтобы вот этот излом компенсировать, я беру и выделяю вот эти хендлы с зажатым шифтом, возвращаю их на место. Но это не очень удобно. Самый простой вариант — это сразу оставить их на месте. Вот они у меня здесь на месте стоят. Теперь я выделяю вот эти шифты, вот эти узлы, зажимаю Alt-Shift, и теперь смотрите, вот эти узлы, хендлы останутся на месте, вот, а узлы сместятся. Вот я зажал Alt-Shift, и теперь видите, я могу так двигать, и у меня все примерно сохраняется, более-менее плавность. Ну, наверное, все-таки немножко нужно будет их тоже подвинуть сейчас, чтобы
поаккуратнее, посимпатичнее было. Так, проверяем вариативность. У нас все ломается. Почему? Потому что, скорее всего, порядок у нас... Да, у нас порядок отличается. Здесь внешний снизу, а здесь внутренний снизу. Поэтому меняем местами, проверяем. Все равно ломается. Почему? Потому что стартовая точка здесь, а здесь они в других местах. Поэтому берем и вот эту сюда перемещаем в стартовую точку, проверяем вариативность, все работает. В букве H у нас все поломалось, потому что я тут все разломал, но это мы сейчас не обращаем внимания. Вот так, в общем, у нас получилась с вами буква H, буква D точнее, и в принципе, ну, сложного особо-то ничего нет. С инструментами нож, ножницы мы с вами разобрались. Теперь проверяем работу вариативности, проходим по всем буквам, проверяем порядок элементов, порядок контуров, как мы сейчас видели, чтобы не ломалась вариативность. Проверяем количество символов. Вот это вот все должно быть одинакового типа в идеале. И тогда у нас вариативность будет работать. Вот. А в следующем уроке мы с вами разберем еще новые инструменты, точнее обновленные старые, и попробуем создать новые буквы. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.